В этой сметане нет ни грамма молока, но куча пользы и намного дешевле. Плюс мы испечем шикарный пирог. Все это в быстром рецепте. Подписка, лайк и начинаем. Предварительно кокосовую стружку надо еще больше измельчить. Это сделает более вкусную структуру. Кокосовую стружку я взял в количестве 100 грамм. Туда же сразу же добавляю соль, пол чайной ложечки. Перемешиваем. Получилась кокосовая пудра. Туда сразу же я отправляю стакан теплой воды. 250 миллилитров. Туда же сразу я отправляю 30 грамм кокосового масла. Вот так вот. И еще раз перебиваем. Сильно мало воды, но это не беда. Я беру половиночку среднего лимона и туда кладу более мелкие фракции, чтобы легче взял блендер. И вливаю еще один стакан. Один стакан у меня 200 грамм воды. Вода идет теплая. И смотрите, как быстро пошло впитывать кокосовая стружка, уже даже кокосовая мука, в воду. Я постепенно добавляю воду, чтобы не переборщить. Беру еще полстакана или же 100 грамм воды. Уже делать не стоит. Вот такая нежная основа у нас получается. Я, друзья, попробовал, уже лучше, но еще добавляю половину стакана воды. Почти сверху получается. Просится еще вторая половина лимончика. Итого у нас пошло целый лимон. Я подбираю, видите, не спеша, вкус под себя, поэтому постепенно все добавляю, чтобы водичка впиталась. Так. И добавляю еще 20 грамм кокосового масла, чтобы сметанка была пожирнее. И все это перекручиваю. Вот теперь уже почти финальная стадия. Я пробую опять. Хорошо. И вот теперь надо добавить, если вы кушаете мед, добавляйте мед. Я добавляю заменитель сахара эритрит 1,5 ложки. Если это переложить на обычный сахар, это получится 1 столовая ложка. Дальше уже не обязательны 2 компонента. Это семена чиа 10 грамм и псилиум 10 грамм. Это, повторюсь, не обязательно. Но мед я бы на вашем случае добавил что-то сладкое, потому что гармония вкуса просится. Так. Псилиум и семена чиа впитают лишнюю влагу. Вот давайте теперь посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот такая сметанообразная масса, красивая, очень нежная. Ее получилось очень много, вот такой сметанки. И все, что надо сделать, ее отправить в холодильник на некоторое время. А пока мы к этой сметанке сделаем вкуснятинку. А сметанка остывает, я беру 40 грамм льняной муки. Вы можете взять абсолютно любую муку.
которую вы найдете, 10 грамм разрыхлителя, треть чайной ложечки сольки. Прованские травы — это не обязательно пол чайной ложечки. Немножко водички, буквально 20 грамм. Соды, пол чайной ложечки. И 2 яйца. Яйца свойские, домашнего выгула, сделанные, что называется, с любовью. Желтки желтые, яйца крупные. В общем, одно удовольствие, друзья. Все это быстро перемешиваем. В это время у меня уже включен газ. На нем стоит уже сковорода, греется. И вот такие вот быстрые блинцы полезные сделаем, чтобы было со сметаночкой, было вкусно. Так сказать, комплексное блюдо будет. Я беру сразу же, добавляю масло, кокосовое масло, буквально вот чуть-чуть, грамм 10, чтобы оно растопилось. Добавляю огонь, и пусть себе оно топится. И перед самым завершением, когда вот уже будем выпекать блины, нам надо будет добавить еще один важный ингредиент. Я хочу, чтобы тесто было более влажное, поэтому еще добавляю воды. У меня пошло примерно в общей сложности полстакана или же 100 грамм воды. И я сейчас смотрю консистенцию, поскольку хочу, чтобы все это было жидким. Уже лучше, но мне хочется еще более жидкое. Поэтому добавляю, и в итоге я добавил примерно 70 грамм воды в общей сложности. Быстренько размешиваю. У нас будет составной блин, очень интересный. Вот теперь мне уже нравится. Последний ингредиент я добавляю для активации. Это яблочный уксус, 2 столовые ложечки. Вы можете взять вместо яблочного уксуса обычную лимонную кислоту или лимонный сок. Посмотрите сразу, как пошла реакция. И именно сейчас нам надо начать выпекать наши блины. Уменьшаю газ, чтобы он сильно не палил. И вот теперь, пока работает максимально тесто, я его отправляю на сковороду. И это и есть секрет пушистого блина или оладьи, можно так сказать. И быстро-быстро я разравниваю. Он растет буквально сразу на глазах. И его желательно не сильно тревожить. Я сделал тесто ровно на 2 блина. Почему? Сейчас я вам объясню. Пусть блин себе доходит, а нам надо быстренько с вами сделать в какой-то емкости. Вот, к примеру, вот эту емкость я беру. 2 яйца. Одно. Второе. Капля сольки. Чуть-чуть берется паприки. 1/3 часть ложечки. Чуть-чуть перчика. И берется чуть-чуть водички. Примерно 10 грамм. Все это я взбиваю
Пока блин у нас еще не до конца готов. Надо быстренько вот так все взбить. Красиво. Вот так вот. Готово. Отставляем. И смотрим, что у нас с блином. Посмотрите, как он вырос. Добавляю огонь. Пока доходит блин, я сделаю более пышное. Вот это вот пышную середину нашего торта. Я беру чуть-чуть соды, 3 чайные ложечки, и беру уксуса 1 столовую ложку. И это быстро перемешиваю. И смотрите, какая идет мощная реакция. Все это выросло. И пока оно у нас растет, нам желательно блин перевернуть. Блин мы перевернули. Теперь я беру и все это выливаю прямо на блин. Видите, все равномерно распределилось. И сразу же наверх я выливаю вторую часть теста. Лопаточкой это лучше делать. У нас получается с вами вот такой импровизированный пирог. Готово. Теперь я чуть-чуть разравниваю. Это уже более для красоты делается, чем для вкуса. Очень хорошо. Можно сделать вот такие вот сердечки, эти лучики у солнышка. Ну, в общем, проявить фантазию. Все. Теперь обязательно закрывается крышкой. Обязательно. Огонь уменьшается до единицы по 5-бальной системе. Буквально через мгновение мы увидим магию. Мы сейчас с вами откроем крышку и посмотрим, что там у нас получилось. А пока мне интересно, какая из двух картин вам нравится больше. Верхняя или же нижняя? Нижнюю я нарисовал вот буквально самая последняя. Вот такая. Эту я нарисовал чуть раньше. И интересно, вам симпатичнее более верхняя или более нижняя? Интересно почитать в комментариях ваше мнение. Буду благодарен за то, что оцените мое творчество. Ну, мне как художнику приятно это будет знать. А пока давайте посмотрим, что у нас получается. Вот такая вот красота. Сейчас мы ее вот так вот отслоим. Потом подставим широкую лопаточку, вот такую, и перевернем. И у нас получается просто шоколадный блин. 2 минутки. Чуть-чуть я увеличиваю огонь. Закрываю крышечку. И в это время уже несу сметанку. Ах, красота какая! Как оно выглядит шикарно! Сейчас мы это все выкладываем. Вот так вот, давай. Вот такая красота! Вы посмотрите, какая красота получилась. И к ней какая сметаночка. Сейчас я более детально вам покажу и будем дегустировать. Вот такая прекрасная сметанка у нас получилась. Очень полезная.
жиденькая. Вот такая красота. И к ней вот такой вот многослойный, трехслойный, точнее, пирог. Ох, друзья, столько сметанки получилось без молока. Она такая шикарная. Просто идеально. Но сейчас будем пробовать. И хочу вам блин показать, который получился. Скорее, это не блин, а даже многослойный пирог. Пахнет шикарнейше. И давайте посмотрим, что там у нас внутри данного пирога. Я беру долечку такую. Его, кстати, можно даже вместо пиццы использовать. Посмотрите, какой он пропекся хорошенько. Внутри он словно шоколадный. Настоящий шоколад. И аппетитно, очень аппетитно. Я беру сметанки. Вот так вот. Еще сметаночки. Вот. Ну и зеленушечки. Обязательно, я люблю зелень. Вот такая красота. Вкус очень нежный. Точно не напоминает обычную сметану. Вкус другой, но какой вкус, сложно сказать, его сложно передать. Интересный. Очень интересно. Я почему-то уверен, что обязательно стоит попробовать вам данный рецепт. А кроме того, поставить лайк. Я буду признателен. Ох, друзья, какая вкуснота. Пока я буду дегустировать этот пирог, посмотрите вот этот шикарный рецепт. Он в 2 раза проще и такой же вкусный. Пальчики оближешь. Так эту сметану вкусно кушать просто так. Без ничего. Она просто как самодостаточное блюдо.